Представьте себе, что вы общаетесь с человеком с нарциссическими чертами личности, ну или попросту говоря, с нарциссом, и в какой-то момент вы понимаете, что эти отношения вас разрушают, вы не можете никак с ним договориться, единственное, что вам остается, это перестать с ним общаться. В такой ситуации, естественно, нарцисс как-то будет себя вести таким образом, чтобы вернуть вас в это общение. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разбираем, как будет себя нарцисс вести в ситуации, если вы выберете не общаться с нарциссом, если вы выберете стратегию неконтакта. Если вот эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео в своих соцсетях, и мы начинаем. Итак, вы решили, что вы с нарциссом не общаетесь, он не принимает ваше решение, и он хочет продолжать с вами общаться. Что он будет делать в такой ситуации? Прежде всего, он начнет вести себя так, как он вел в начале отношений себя с вами. То есть он вернется к стратегии лавбомбинга. Он будет говорить вам всякие приятные вещи, всячески как-то вот лебезить, будет стараться, я не знаю, как-то комплименты вам какие-то говорить. То есть, по сути, как-то льстить и пытаться вас вот вернуть, так сказать, так, мягко стиля. Кроме того, если в ходе вашего расставания вы ему как-то указали на какие-то его проступки, ну, предположим, он как-то там агрессивно себя вел или как-то неуважительно по отношению к вам что-то вот сделал, он будет стараться это как-то вот так, знаете, обесценить, снизить значимость этого, как-то обелить себя. То есть он будет на первом этапе просто стараться вести себя максимально, так сказать, мягко и сладко и всячески как бы вот снижать значимость своих проступков, типа, ну, с кем не бывает, каждый человек может когда-никогда там сорваться, если вдруг там устал, предположим. Нарцисс будет всячески пытаться напомнить о себе. То есть для него важно, чтобы вы о нем не забывали. Он будет в соцсетях вас всячески там, не знаю, лайкать, писать комментарии, делать так, чтобы вы постоянно помнили, что он есть, что он следит за вами. В офлайне, если есть такая возможность, он подгадает обязательно, чтобы вы где-нибудь встретились после работы, там, возле дома, у общих знакомых, еще где-то. То есть основная его цель, чтобы вы о нем не забывали, и даже если вы с ним не общаетесь, чтобы какой-то вот такой косвенный контакт у вас все равно оставался. Если все эти вещи неуспешны, нарцисс не возвращает вас в общение, он будет стараться вывести вас на эмоции. Он может распускать какие-то, не знаю, сплетни, интриги, слухи, там, не знаю, клевету какую-то. То есть он может каким-то вашим общим знакомым, вашим, не знаю, родственникам, сослуживцам рассказывать какие-то вещи о вас, чтобы у вас это вызвало возмущение, какие-то эмоции, ну вот на волне такого вот возмущения и эмоций, чтобы вы вошли с ним в контакт. То есть, грубо говоря, ты что такое творишь, ты что там всем рассказываешь про меня всякие гадости. Ну вот, все-таки ты со мной общаешься, все-таки мы с тобой в контакте находимся. То есть он старается вас как будто бы спровоцировать на общение через распускание слухов и сплетен. Если нарциссу не удается вас вернуть, он не может возобновить с вами общение, а вы были для него основным источником нарциссического ресурса, то в такой ситуации у нарцисса возникает кризис. Его этот вот нарциссический пузырь, связанный с его такой грандиозностью, значимостью, в отношениях с вами он чувствовал себя таким живым, каким-то значительным, контролирующим. Вот этот нарциссический пузырь начинает схлопываться, и он начинает чувствовать себя так вот ничтожно, угрюмо, подавленно. В такой ситуации он может, например, начать пить, или может, предположим, пропускать работу. Он может заниматься таким социальным селф-хармом. То есть он начинает вести себя неэффективно так, что это вредит ему. Вы можете в такой ситуации столкнуться с проявлениями эмоционального, возможно, физического насилия с его стороны. То есть, предположим, в какой-то момент вечером от него приходит какое-то сообщение совершенно какое-то безумное, где он вам какие-то угрозы пишет, потому что вот он напился, его там размотало, и он вообще как бы потерял вообще берега, пишет вам какие-то гадости. Или, скажем, он угрожает, что он с собой что-то сделает. В такой ситуации вам нужно понимать, что шантаж и угрозы не должны быть инструментом возвращения вас в отношения, потому что это запускает порочный круг. То есть вы вернетесь в отношения, опять будет все продолжаться, как было раньше, он будет использовать вас как источник нарциссического ресурса, потом, когда вы уйдете, он опять вас начнет шантажировать, и это порочный круг. То есть, если человек заявляет, что он что-то с собой сделает, или вы понимаете, что у человека есть проблемы, то есть компетентные органы, так сказать, которые могут оказывать в такой ситуации помощь. Ваше возвращение ему не поможет в такой ситуации. Предположим, что эта ситуация не закончилась драматически, и в таком случае нарцисс рано или поздно начинает переключаться с вас на какого-то другого человека или группу людей для того, чтобы искать нарциссический ресурс где-то в другом месте. Это благоприятная ситуация для вас, потому что он вас отпускает. Это благоприятная ситуация для нарцисса, если он таки находит в себе этот нарциссический ресурс, он становится более стабильным. Эта ситуация может быть только не очень благоприятной для его следующей жертвы, естественно. В ряде случаев, если нарцисс ходит на психотерапию, он может замечать, что все его отношения, они вот такие вот разрушительные, что он пытается получить нарциссический ресурс в отношениях, где он контролирует, доминирует, властвует и разрушает. Если он понимает, что это такая череда таких разрушительных отношений, каждый из которых заканчивается его этим нарциссическим кризисом, если он сам понимает, что это и не в его интересах, то он может постараться получать нарциссический ресурс через какую-то социальную деятельность, через какую-то вот самореализацию и сублимацию, не в разрушительных отношениях, а в каком-то таком творческом процессе.
Опять же, это вопрос роста нарцисса, это вопрос его такой серьезной терапии, это не ваш вопрос. Вам стоит помнить лишь тот факт, что бывает, что нарциссы пингуют. То есть, предположим, он переключился с вас на какого-то другого человека, потом с этого человека переключился на какого-то третьего, а потом, когда и там он все разрушил, он может к вам постараться вернуться. Вам надо просто помнить, что и через год, и через, не знаю, 1,5 года он может вдруг появиться, и вам нужно помнить, по каким причинам вы когда-то решили с ним перестать общаться. Если у вас был опыт неконтакта с нарциссом, напишите, пожалуйста, с каким его поведением вы сталкивались в этой ситуации. То есть вы с ним не общаетесь, каким образом он старался вас вернуть. Я вам буду очень благодарен за это. Если вам эта тема понравилась, поставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы меня не потерять, поделитесь этим видео в своих соцсетях, берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.